Всем привет на этом канале. Люфт коленчатого вала. Насущный вопрос, многих интересует. Ну, раз я сегодня открыл сапун, значит, будем о нем и рассказывать. Ну, радиальный люфт, понятно. Если радиальный люфт появился, то, скорее всего, хана подшипникам. А вот более интересный это осевой люфт. Вот про него и будем сегодня говорить. Если у вас появился осевой люфт, а не надо забывать, что на этом двигателе, на конце коленвала, висит регулятор оборотов механический. Два грузика вот здесь вот висит. Если есть осевой разбег коленчатого вала, там в грузиках есть установочный зазор отрегулированный на определенное количество оборотов. Вот этот зазор начинает тоже гулять, и у вас плывут обороты. Ничего хорошего не получается. Поэтому осевой люфт коленвала очень важная штука. Да и вообще, когда коленвал бегает по оси, то он вам потихонечку размолачивает внутри все на свете. Поэтому за осевым люфтом надо следить. И вот сегодня буду рассказывать, от чего он зависит и куда смотреть. Это мотор внутри. Вот слева стоит роликовый подшипник, справа стоит большой шариковый подшипник, там где маховик. Так вот, сразу вам скажу, бывают двигателя попадаются, у которых с левой стороны шариковый тоже подшипник, не роликовый, а шариковый. Так вот эти двигателя, они сами по себе уже проблемные, потому что по-правильному тут должен стоять роликовый подшипник. Сейчас буду рассказывать почему. У кого стоит шариковый подшипник, у того эти подшипники очень часто ломает. Это, скорее всего, случится обязательно, без вариантов. У меня 14 лет, роликовый подшипник, никто ни разу туда не заглядывал. Поэтому должен стоять роликовый. Сейчас объясню почему. Объясняю. Потому что при нагревании от физики никуда не убежишь. Все расширяется, в том числе и коленвал. Раз железо коленвала расширяется, то коленвал что делает? Он удлиняется. Раз он удлиняется, он должен куда-то удлиняться. В правую сторону он удлиниться не может, потому что там подшипник зажат вот этой вот беленькой пластиной от осевого люфта. Потому что если этой пластинки не будет, тоже будет люфт. Значит, он может расшириться только в левую сторону, там, где у нас стоит роликовый подшипник. И вот сейчас буду показывать на примере, почему должен стоять роликовый подшипник, а не шариковый. Вот для примера возьму конусный подшипник. Там в двигателе стоит тоже роликовый подшипник, но не конусный, а цилиндрический. Но для примера будет понятно. Вот он, когда двигатель холодный, устанавливается вот так. Сейчас пойдем еще раз вам покажу. И когда расширяется при нагревании коленвал, он что делает? Входит внутрь подшипника. То есть ролики заходят в подшипник. Когда охлаждается, коленвал становится короче, потому что это же физика. И ролики выходят из обоймы. И вот так вот немножко висят, понимаешь. И вот при нагреве заходит, при охлаждении выходит. Это роликовый подшипник, так работает. И тогда у вас все хорошо. А если у вас шариковый подшипник, то шариковый подшипник внутренней обоймой относительно внешней ходить не может. И тогда при нагревании у вас коленвал толкает этот подшипник, и он ходит наружной обоймой по самому железу, то есть по чугуну блока. Охлаждается, идет в другую сторону. И вот так вот внешней обоймой ялозит по чугуну. И со временем там появляется выработка. Когда появляется выработка, он начинает немножко там вот так вот стучать, люфтить. Ну и кроме того, так как он таскается туда-сюда, то идет нагрузка на внутреннюю обойму, на шарики. И вот если тут он по обойме ходит туго, по внешней, то этот подшипник просто ломает к чертовой матери, выдавливает эту внутреннюю обойму вместе с шариками наружу, вот так вот его ломает, на излом берет. И вот эти подшипники очень частенько сыпятся. Поэтому не вариант на ту сторону ставить подшипник шариковый. Туда надо ставить подшипник роликовый, потому что роликовый подшипник обеспечивает линейное расширение коленвала. Всяких последствий. Притом роликовые подшипники, они бывают с двумя буртиками и бывает с одним буртиком. Так вот, в том двигателе должен стоять подшипник с одним буртиком, потому что если два буртика, то вот не будет он ялозить туда-сюда. То есть он зацепится за буртик роликами и потянет за собой внешнюю обойму. А если буртика не будет, будет только один буртик, то он без проблем роликами выйдет за наружу этой обоймы. То есть никаких проблем не будет. Поэтому подшипник роликовый цилиндрический обязательно только с одним буртиком. Буртики это вот здесь, вот по краю наружной обоймы. Если два буртика с двух сторон, вот так вот буртики. Если один,
то только с одной стороны буртик. Надо подшипник с одним буртиком, а с двумя нельзя, потому что эффекта расширения и проскальзывания роликов по внешней обойме не будет. Еще раз покажу, потому что вы же внимания никогда не обращали. Видите, ролики немножко вроде как выходят за обойму. Обойма не имеет буртика с этой стороны. Вот таким должен быть роликовый подшипник. Шариковый подшипник на эту сторону не ставится. Так, теперь по этой стороне. С этой понятно. На этом подшипнике должен удлиняться коленвал. И подшипник должен это дело обеспечивать. С этой стороны тут ничего удлиняться не должно. От того, чтобы подшипник ерзал внешней обоймой, установлена вот эта вот пластинка, которая не дает ему ерзать внешней обоймой по корпусу, то есть по блоку двигателя. То есть он там стоит мертво прижатый этой пластинкой. Чтобы он не ерзал внутренней обоймой, там с той стороны от маховика, вот с той стороны, с этой, стоит стопорное кольцо, которое не дает подшипнику, вот этому, туда-сюда бегать внутренней обоймой. Там он зажат стопорным кольцом. Внешняя обойма зажата этой пластиной, а с другой стороны крышкой подшипника, та, которая под маховиком. Вот она, эта крышка подшипника. То есть подшипник зажат между крышкой подшипника и этой пластиной, и никуда ерзать не может. И вот этот подшипник, он по сути и отвечает за весь продольный люфт коленвала, потому что с этой стороны, с левой, там подшипник обеспечивает люфт. То есть там люфт позволителен всегда. Этот подшипник коленвал от люфта не удерживает, а наоборот обеспечивает его люфт. Так что если у вас появился люфт, то вам надо смотреть продольный люфт вот на этом подшипнике. Если у вас с этой пластинкой все хорошо, со стопорным кольцом все хорошо, то, скорее всего, у вас разбит сам подшипник. И это печально, потому что менять его сложновато. Когда подшипник у вас разбивается, шарики уже там люфтят, то у вас внутренняя обойма начинает люфтить относительно внешней. И появляется люфт коленчатого вала. Очень неприятная штука. Двигатель нормально не работает. Вот такая вот простая система. Так что все, что вам надо запомнить, что с этой стороны роликовый подшипник однобуртный ничего не держит от люфта продольного. А весь продольный люфт у вас сокрыт в износе большого подшипника со стороны маховика. Как только подшипник износился, у вас появился люфт. И, соответственно, наоборот, как только люфт появился на маховике продольный, то, скорее всего, у вас износился или разбился вот этот большой подшипник. Его надо срочно менять. Опять же, для примера возьму подшипник. Когда снимете разбитый подшипник большой со стороны маховика, вот так вот будете делать, то увидите, что внутренняя обойма люфтит относительно внешней, потому что разбиты уже беговые дорожки, разбиты шарики. Вот так вот, если видно, есть люфт. И вот если у вас подшипник уже разбит, есть вот этот люфт, то у вас и люфтит коленвал. Поэтому если люфт появился, плохой очень признак, скорее всего, подшипник под замену. И чаще всего люфт и вызван разбитым подшипником. Такие дела. Но сегодня такое видео. Кому понравилось, лайк, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаль. И пишем в комментариях, кто что думает по этому поводу.